Здравствуйте, мои дорогие мастера и мастерицы, гости моего канала, мои подписчики. Меня зовут Светлана, и я вас рада приветствовать на своем канале Клубок Шоу. Сегодня мы с вами свяжем вот такие штанишки. Штанишки на бретелях. Посмотрела я у такой модели несколько названий. Можно как и полукомбинезоны, и штанишки с грудкой, штанишки на бретелях, штанишки на лямках. Но, по-моему, от этого суть этой вещи ничего не меняет. Мои штанишки связаны совершенно без швов, поэтому я вязала их на круговых спицах. У нас с вами швов нет ни по боковым частям наших штанишек, ни также, когда мы уже вяжем дальше. По желанию, если вы не очень любите круговое вязание, можете сделать эту модель и со швами. Все зависит, как вы хотите. Штанишки у меня связаны с ластовицей, чтобы удобно было малышу двигаться. Они у меня с небольшим, вот сейчас покажу, от бедер они к груди немного заужаются. Я это сделала специально, поскольку вниз что-то мы одеваем, кофточку, там свитерочек, и чтобы эти вещи не выезжали, они все надежно будут спрятаны под вот наши штанишки. Большой плюс этих также штанишек то, что они вот бретели, и эти бретели можно сделать любой длины. Вот, например, длина моих бретелей. Вы можете первое время пуговичку перешить, они будут покороче. Затем, как малыш у вас будет расти, пуговичку перешиваем, и уже бретель становится побольше. Затем, чем еще удобна эта модель, как я сказала, что вот на бретелях у нас штанишки никогда не сползают. Особенно это очень удобно, когда малыш начинает или ползать, или первые шажки свои делать. Вы спокойны, что ничего, то есть штанишки не будут сползать. Также очень легко их одевать. Здесь у нас все достаточно широко, и мы одели, застегнули, и все надежно закреплено. И в то же время спинка и грудка я специально сделала и по спинке, по грудке вот такие, такие нагруднички. Вы по желанию можете, например, сделать только по груди. Здесь можно будет бретельки вязать сразу от резиночки. Их удобно даже для более взрослых малышей. Тогда можно тоже длиной вот этих бретелей регулировать размер вашего полукомбинезончика. Ну вот, кажется, и все технические характеристики, что из себя представляет моя модель. И теперь я расскажу, из чего я вязала. Я вязала эти штанишки из пряжи австралийский меринос. Это фирма Пехорка. Состав пряжи 95% мериносовая шерсть, 5% леакрил. 400 метров в 100 граммах. Я вязала в 2 ниточки. И вязала спицами 4,5. Вот мои спицы 4,5. Я ими вязала уже, когда перешла от ножек, объединила свою работу. Ножки я вязала на чулочных спицах. И также мне потребовалась еще одна пара спиц. Это спицы на полразмера меньше, но это зависит от вашего желания. Эта спица у меня 4. Я ими вязала резинку. Резинку здесь и резинку здесь я вязала. Но это по вашему желанию. Но вы можете также последовать
Или можете резинку сделать пошире, тогда уже не придется смену спиц, чтобы у вас была. Также можно поменять и узор вот по грудке. Ее можно сделать любым узором, можно какими-то косами, можно связать лицевой гладью и сделать какую-то вышивку. Также мне потребовалось 2 пуговички и маркеры для того, чтобы я отмечала, где делать убавки и прибавки. Ну вот, по-моему, все, что нам с вами потребовалось. Да, и по весу. Всегда я забываю. Взвесила я свои штанишки. На мой возраст штанишки весят 70 грамм. Поэтому вам, если вы будете покупать пряжу, вам будет достаточно одного моточка. Если у вас есть остатки пряжи, то вы можете ориентироваться вот именно по этому весу. При моей вот плотности вязания, по моему метражу пряжи, 70 грамм. И у вас вот такие теплые и удобные штанишки будут готовы. Ну вот, по-моему, все. Так что теперь мы с вами начинаем вязать. Перед началом работы мы с вами обязательно вяжем образец. Образец стараемся связать побольше. Это у меня не очень большой образец, но так как я уже вяжу из этой пряжи достаточно долго, поэтому знаю плотность, поэтому он у меня не такой большой. Если вы вяжете первый раз, то образец лучше связать даже где-то, чтобы он у вас был не обязательно. Ну да, в идеале, конечно, чтобы был 10 на 10 сантиметров. Но можно хотя бы чуть поменьше, там 8 на 8 сантиметров. Тогда у вас плотность совпадет с той, с которой вы будете рассчитывать. И у вас не будет вот таких каких-то ошибок. Надо связать образец, его постирать. Постирать тем способом, которым вы в дальнейшем планируете свое изделие стирать. Если планируете стирать на руками, значит стираете руками. Если планируете стирать в стиральной машинке, значит и образец стираете в стиральной машинке. И измеряем плотность. Плотность мы измеряем не одну, например, петельку и не 1 сантиметр, а стараемся выбрать, вот прикладываем линеечку и искать, чтобы у нас с вами ровно, например, сантиметров заканчивалось в конце какой-либо петельки. Вот сейчас я вам, например, покажу. Вот если я, например, измерила вот как 5 сантиметров, у меня получается, что одна петля, частичка ее. И поэтому я стараюсь, например, в начало петельки линеечку кладу, и чтобы вот 6 сантиметров у меня как раз заканчивается на конце петельки. И начинаю считать. Я посчитала, это у меня 10 петелек. И таким же образом я прикладываю и считаю плотность в рядах. Также, чтобы в начале одного ряда было целое количество сантиметров, и в конце, вот чтобы было количество сантиметров. Я посчитала. Вот это моя плотность. У меня получается в 10 петельках 6 сантиметров и 9 рядов это 3,5 сантиметра. Мы с вами посчитали петли. Я так схематично нарисовала схему своего комбинезончика. И начинаем наши соответствующие расчеты. Мы с вами будем вязать снизу вверх, поэтому нам с вами надо, чтобы, связав ножки, мы вышли на ширину обхвата бедер. В моем случае обхват бедер 56 сантиметров, 28 половинка, и то есть 56 сантиметров. Я посчитала, это где-то 93-94 петли. Таким образом, мне надо, связав штанинины, чтобы у меня здесь было вот 93 или 94 петли. Можно чуть больше, но меньше, конечно, не надо, так как вы понимаете, что уже штанишки будут маловаты. И таким же образом я посчитала, сколько мне надо будет связать до момента соединения своих штанишек. У меня получается вот 14 сантиметров. Резинку я, как и говорила, сделала маленько пошире. Это у меня 4 сантиметра. И вот по таким образом. Я уже одну
штанинину связала, чтобы показать, как вы можете внести какие изменения. Вот у меня штанина, у меня связана резинка. В последнем ряду я равномерно прибавила 10 петелек и затем делала прибавление вдоль шагового шва. Я буду, ну как сказать, если бы я вязала прямыми обратными рядами, то у меня здесь проходил бы шов. Поэтому так я образно выражусь, то есть вот вдоль вот этого бокового шва здесь. Поэтому я вот отметила, что я провяжу 12 рядов, сделаю прибавление, еще 12, и уже последнее прибавление у меня будет в тот момент, когда я буду уже соединять обе ножки. Вы можете, например, резинку сделать как по длине и короче, и уже. Также можно резинку сделать одинаковой, не делая прибавлений. Не делая прибавлений, значит, у вас просто здесь резиночка будет немножко пошире. Также можно, например, прибавить количество петелек побольше. Тогда вам не придется делать вот эти прибавления вдоль бокового шва. Или наоборот, можно сделать штанининки поуже и сделать уже прибавление, когда мы вот будем переходить перед соединением, выполнить именно вот здесь шаговый скос. Вот как вот здесь оно будет у вас прибавление. Поэтому все по вашему желанию. Все зависит от того, как вы планируете носить комбинезон. Например, под теплый комбинезон или отдельной, как это, деталью гардероба. Ну, по моим расчетам я буду вязать так. Поэтому перед началом работы мне надо набрать 32 петли. Я буду набирать спицами меньшего размера, чем основное полотно буду вязать. У меня это спицы 4. И я наберу 32 петли плюс 1 петля для того, чтобы замкнуть свое вязание в круг. Если вы будете вязать не в круговую, а с боковым швом, значит, и у вас плотность будет такая же, как у меня. Вам поэтому надо будет к моим петелькам прибавить по 2 петли. Это 2 петли кромочные в конце и в начале ряда. Поэтому я сейчас подробно покажу, как я делаю наборный край, поскольку очень часто меня просят показать именно вот первые ряды работы при наборе. Если у вас уже есть опыт, конечно, вы можете пропустить этот момент и уже смотреть дальше. Но я вот по многочисленным просьбам набираю. Так, я, как говорил, набираю 33 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Еще 3 петли. Я, как видите, набираю сразу на 2 спицы. Пока вязание не объединяю в круг. Вот. Я набрала 33 петли. Одну спицу я аккуратненько достаю. И сейчас я переношу на 3 спицы. Ну, как правило, очень часто вяжут, не то что не как правило, да, вяжут на 4 спицах, 5-й спица рабочие. Но мне так неудобно для вот маленьких изделий, поэтому я вяжу на 3 спицах, и 4-й у меня рабочие. И распределяю петельки сразу на спицы. Меня часто спрашивают, какое количество именно на каждой спице. Большой разницы не имеет. Главное, чтобы оно было приблизительно одинаковое. Но вот у меня, например, 32 петли, они не делятся, поэтому я распределю таким образом. У меня, например, на одной спице будет 12 петель, а на 2 других будет по 10. Я подложу листочек, чтобы не так спицы
столу стучали. Даже когда я вот первый ряд вяжу, вот, распределяя петельки, я их не считаю. Я уже их как количество распределяю, когда начинаю вязать. Вот я положила. Главное, следите, чтобы петельки у вас, начальный ряд был не перекрученным. И я аккуратненько поворачиваю свою работу. Работу я повернула. Достаю еще одну спицу. И теперь мы соединяем в круг. Соединять можно несколькими способами. Я очень часто использую, вот сейчас покажу, какой способ. Просто мы, вот у нас с вами последняя петелька и первая петелька. Я первую петельку переношу на вот мою третью спицу и их меняю местами. Вот. Все. И уже вязание маленечко подтягиваю. И теперь начинаю вязать резинкой 1 к 1. Таким образом буду чередовать одну лицевую, одну изнаночную. Ну и теперь я уже распределяю свои петли. Значит, мне надо связать сначала 10 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это на одной спице. И теперь следующую спицу я провязываю. Также 10 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 петель. И остается последняя спица. Я уже здесь у меня 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и последняя 12 петля. Все, у нас с вами работа замкнулась в круг. И теперь мы с вами продолжаем вязать. В моем случае я буду вязать 10 рядов. И также я очень часто меня спрашивают вот по поводу, вот кто-то, да, видно на видео, видно, заметили, как вот именно я достаю ниточку с клубочка. Да, вот для меня очень удобно, когда я достаю ниточку из середины клубочка. То есть она просто вот так равномерно выходит, и оно натяжение более равномерное. Хотя многие предпочитают вот именно с краешку и вяжут. Но мне кажется, вот когда с краешку, он клубочек туда-сюда, как это, двигается. И не всегда ниточки, как натяжение, если, например, 2 нити я вяжу, один клубок там на одном боку, другой на другом, они вот как-то не очень одинаково натягиваются. Поэтому мне вот больше нравится, у меня, например, что этот клубочек, моточек, что этот, вот идет ниточка из середины моего моточка. Ну, это как вот именно, каким образом я достаю ниточку. И так что теперь я продолжаю вязать, повторюсь, я вяжу высоту 10 рядов. Я связала 10 рядов резинки, и сейчас буду уже прибавлять. Прибавить мне надо 10 петелек, поэтому я буду вязать 1, 2, 3. В третью петлю нам из третьей петли надо провязать 2 петли. Я провязываю вот первую петлю за переднюю стенку, вторую лицевую петлю провязываю за заднюю стенку. Я уже перехожу от резинки к лицевой глади. И также продолжаю вязать полностью лицевыми петельками. 1, 2,
у нас теперь третья, значит, нам из третьей надо провязать 2 петли. У нас с вами теперь изнаночная, поэтому у изнаночной петли мы делаем наоборот. Мы провязываем сначала за заднюю стенку лицевую петлю, затем провязываем за переднюю стенку. И так повторяем. 1, 2. Из третьей петли нам надо провязать 2 петли. И продолжаю так вязать. Так я равномерно прибавлю 10 петелек. А уже в следующем ряду я перейду на спицы 4,5 и буду вязать еще 11 рядов до того момента, как мне надо сделать прибавление для вот нашей штанинки. Вот, то есть я провяжу вот эти 12 рядов до вот этого прибавления. Я связала 12 рядов и сейчас буду делать первое прибавление. Для этого я первую петельку провязываю. Теперь поднимаю протяжку из предыдущего ряда и одеваю ее на спицу. И провязываю лицевой скрещенной. И продолжаю свою работу. Так я провяжу эту спицу, вторую. И в конце третьей, также не довязывая одну петлю, я из протяжки предыдущего ряда сделаю дополнительную петельку. И таким образом у меня с двух сторон прибавится по одной петле. Если вы вяжете со швом, значит вы это прибавление делаете также. Провязываете одну кромочную, потом одну лицевую, делаете прибавление. И в конце ряда также, не довязывая одну лицевую до кромочной, делаете прибавление. Вот я покажу, каким образом у нас с вами получится. Как бы посередине у нас с вами 2 петли, и вдоль этих 2 петелек мы будем делать прибавление. Так я сделаю вот сейчас в этом ряду, затем провяжу еще 11 рядов, потому что вот это один ряд, плюс еще 11 рядов провяжу, сделаю еще одно прибавление и еще одно прибавление. Здесь только у меня будет прибавление и еще один ряд. И уже затем мы с вами будем соединять наши ножки. Вот я еще покажу. Значит, мы с вами сделаем 3 прибавления. 1, 2, 3. Я связала штанинину до конца. В последнем ряду перенесла на спицы с леской, поскольку сейчас буду объединять свою работу. Но нам так, вот это одна ножка, это у меня вторая. Мы с вами, вы сами понимаете, если делаем прибавление, чтобы у нас вот боковые швы были вот внутри, вот таким образом. И теперь нам с вами надо сделать ластовицу. Ширина ластовицы где-то идет от 3 до 6 сантиметров, в зависимости от возраста. Я вот посмотрела, буду делать 5 петелек. Мне достаточно, поскольку у меня есть еще одна вот лишние петельки, когда вот штанишки, у меня здесь лишние петельки. Потом я вам покажу, какие расчеты. Почему я именно буду брать нечетное количество? Когда я буду вывязывать ластовицу, я буду делать убавление вдоль одной петельки. Поэтому у меня и надо нечетное количество. Можно делать убавление вдоль 2 петелек, тогда, чтобы у вас было четное количество. Вы для себя определяетесь, и тогда уже в зависимости от этого будете набирать количество петель, четное или нечетное. Я для ластовиц вот набрала цепочку из воздушных петелек. Для этого мы берем крючок, ниточку любую бросовую. Желательно, чтобы ниточка у нас с вами была контрастного цвета, чтобы легче ее было отплетать. И набираем количество петелек. Можно набрать такое же, как вот я, например, мне надо 5 петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Можно 5, можно побольше, чтобы удобнее было прикреплять. Это большой роли здесь не играет. И теперь вот я лишнюю ниточку обрежу.
теперь буду прикреплять. Для этого, чтобы удобно было нам выводить в работу, можно, конечно, сразу же, например, на спицы привязывать. Но я всегда на дополнительную спицу одеваю эти петельки. Желательно, конечно, петельки набирать, чтобы удобнее было распускать потом бросовую нить. Не вот в край цепочки, а вот когда мы перевернем, вот у нас посередине вот такие бугорочки есть. Но, тем не менее, здесь петелек немного. Я иногда и в край цепочки, иногда вот в такие в бугорочки. Здесь большой роли не играет. И вот набираю 1, 2, 3, 4, 5. Вот 5 петелек моих набрано. И теперь я... Здесь у меня связано. И теперь я продолжаю свою работу. Вот провязываю эти 5 петелек. 1. Сейчас я подложу, чтобы спица не скоблила. 1, 2, 3, 4, 5. Вот 5 моих петелек. Дополнительную спицу убираю и уже перехожу ко второй ножке. Вот моя вторая ножка, и продолжаю вязать. Также вот у нас с вами наше соединение. Так, я провяжу до конца вот одной ножки вот здесь. И уже вот эти петельки дополнительные одену на цепочку, которую вот я связала. И у меня работа замкнется в круг. И теперь я уже буду вязать на круговых спицах полностью уже тело нашего комбинезончика.